Здравствуйте всем! Как у вас сегодня дела? Наконец, момент, которого вы так ждали, осуществится на прямом эфире Jimin. Не уходите, потому что в конце этого видео вас ждет сладкий и незабываемый момент между Jimin и Чонгуком, который растопит ваши сердца. Так что смотрите видео до конца, ведь сюрприз превзойдет все ожидания. Jimin отпраздновал свой день рождения самым неожиданным образом. Чонгук пришел с сюрпризом, и никто этого не видел. Об этом не объявляли и не намекали. Это просто случилось, и весь мир стал свидетелем чистейшей радости, дружбы и любви между двумя самыми обожаемыми участниками BTS. Часы только что пробили полночь в Сеуле, когда появилось знакомое уведомление Weverse. Jimin начал прямую трансляцию. В считанные секунды миллионы армий со всего мира наводнили эфир. Но чего они не знали, так это того, что эта ночь превратится в одно из самых эмоциональных и незабываемых празднований дня рождения в истории BTS. Когда камера включилась, Jimin появился со своей фирменной мягкой улыбкой, в уютном свитере и шапочке, едва прикрывающей свои медовые волосы. Его голос нежный, но полный волнения наполнил экран. «Привет, армии! Сегодня мой день рождения!» – застенчиво хихикнул он, тем самым хихиканьем, которое растапливает сердца уже более 10 лет. Комната была тускло освещена, воздух был спокоен. Это было похоже на тихое празднование только между Jimin и миллионами тех, кто его любит. Но потом, как это всегда бывает с BTS, спокойствие никогда не длится долго, прежде чем происходит волшебство. Как раз в тот момент, когда армии печатали «С днем рождения, Jimin» на тысячах языков в чате, из-за камеры раздался знакомый звук – стук. Jimin повернул голову. Его выражение сменилось на замешательство, смешанное с любопытством. «Кто это?» – спросил он, тихо смеясь. Дверь открылась, и вот он, Чонгук, одетый в темную повседневную одежду, с заметными татуировками и озорной ухмылкой на лице. Он вошел, держа небольшой торт с уже мерцающими свечами. Мгновенно взорвался живой чат. Сердца, эмодзи и крики недоверия наводнили стрим. Казалось, что интернет коллективно перестало дышать на несколько секунд. «С днем рождения, Jimin Hyun!» – тепло сказал Чонгук. Его голос звучал и игривостью, и привязанностью. Лицо Джимина засияло ярче, чем свечи на торте. «О, что ты здесь делаешь?» – спросил он, полуизумленно, полутронуто. Чонгук просто улыбнулся, сел рядом и сказал: «Как я мог не прийти? Это твой особенный день». Они оба рассмеялись. Этот смех был чистым золотом для миллионов наблюдателей. Непланированное воссоединение, которое растопило миллионы сердец. На следующие несколько мгновений мир не имел значения. Это были только Jimin и Чонгук в одном кадре, разделяющие тихое, искреннее празднование дня рождения. Jimin, известный своей эмоциональной искренностью, не мог скрыть своего счастья. Он смотрел на Чонгука как на младшего брата, который только что вернулся домой после долгого путешествия. «Тебе не нужно было приходить, правда?» – прошептал он. Чонгук пожал плечами. «Я хотел. Я скучал по этому». И это была та самая фраза, которая заставила армию плакать. Химия между ними была неопровержима. То, как рука Чонгука, естественно, обвивалась вокруг Джимина, то, как Jimin прислонялся к его плечу, и то, как они оба смеялись, это не было прописано. Это было сырое, реальное и полное тепла. Это было не просто празднование дня рождения. Это было напоминание о связи, которую разделяют участники BTS, даже во время их плотных индивидуальных графиков и личных путешествий. Чат наполнился сообщениями вроде «Это то, что нам было нужно», «OT7 навсегда» или «Моменты Джи-Кук вернулись». После того, как они оба комфортно устроились, Чонгук спокойно поставил торт перед Джимином. «Загадывай желание», — сказал он. Jimin сложил руки вместе и закрыл глаза на долгие несколько секунд. В комнате воцарилась тишина. Чонгук смотрел на него с маленькой нежной улыбкой. Когда Jimin все-таки задул свечи, он прошептал «Спасибо». А затем он повернулся к камере. «Армия, я загадал, чтобы вы были счастливы», — он тихо сказал. Его слова несли в себе вес искренности, лет, проведенных вместе через взлеты и падения. Он добавил: «Каждый год я думаю, что мой день рождения не может стать и лучше. Но каким-то образом, благодаря вам, он всегда становится лучше. Мне больше ничего не нужно. Только ваша любовь, ваши улыбки и ваше здоровье. Это все, чего я хочу.
Чонгук драматично захлопал в ладоши, дразня. Это так похоже на Джимин Хёна. Оба опять расхохотались, наполнив воздух неподдельной радостью. Смех этим разнесся по комнате, утешая всех, кто смотрел. Как раз только когда все думали, что сладость достигла пика, Чонгук полез в свою сумку. «Я кое-что принес на самом деле», — сказал он застенчиво, не обращая внимания на любопытные глаза Джимина. «Это не что-то большое, но...» Он вытащил маленькую коробочку, аккуратно завернутую в фиолетовую ленту, фирменный цвет BTS. Джимин ахнул. «Тебе не нужно было?» Чонгук усмехнулся. «Я хотел, я помню». Когда Джимин открыл ее, он нашел серебряный браслет с крошечной гравировкой «Навсегда 7». Простота сделала его еще более мощным. Джимин уставился на него, заметно тронутый, его глаза заблестели. «Ты вспомнил», – прошептал он. Чонгук просто кивнул. «Конечно. Некоторые вещи никогда не забываешь». Комментарии вновь взорвались. «Я плачу. Это самое милое, что я когда-либо видел». Или «Чонгук, ты лучший». Джимин сразу же надел браслет, приподняв его, чтобы армии увидели. «Это так ценно, я никогда не сниму его». Чонгук рассмеялся. «Ты говорил это прошлый раз о моей толстовке, а теперь она пропала». Оба безудержно расхохотались, наполнив воздух неподдельной радостью. После того, как смех утих, Джимин откинулся назад, глядя на Чонгука. «Помнишь наши первые прямые эфиры в день рождения много лет назад, когда ты пытался удивить меня, но в итоге съел половину торта до того, как мы начали?» Чонгук расхохотался. «Я был голоден, я все еще рос». Их подшучивание продолжилось, полное ностальгии. Они вспоминали старые времена, дни в общежитии, хаос, братство, которое делало их сильными. «Тогда, — мягко сказал Джимин, — у нас даже не было времени подумать. Мы просто бежали, всегда бежали. Но теперь я могу ценить эти маленькие моменты». Чонгук кивнул в знак согласия. «Да, это те моменты, которые имеют значение». И в этой тишине армии тоже почувствовали это. Зрелость, связанность, невысказанное понимание между ними. Речь уже шла не просто о музыке или славе, это была история о том, какой путь они прошли, людьми, которыми они стали, и фанатами, которые остались. В течение нескольких минут после окончания трансляции медийные издания и фан-блоги заполнились артиклями о неожиданном воссоединении. Фанаты все еще были эмоциональны, делясь тем, как этот простой, но искренний прямой эфир напомнил им, что BTS остаются такими востребованными именно из-за открытости. Это не было грандиозное мероприятие, это не была экстравагантная вечеринка, это были просто два друга, два брата, разделяющие смех, воспоминания и любовь. Этого было достаточно, чтобы заставить мир снова улыбнуться. И где-то в тишине ночи Джимин публиковал последнее сообщение на Виверс. «Спасибо всем. Сегодняшняя ночь была одним из самых счастливых моментов в моей жизни. Я буду хранить браслет всегда». Армии ответили тысячами комментариев, все унисоном утверждали одно и то же. Любовь, гордость и бесконечную поддержку. Ну как, армия, вы досмотрели до конца? Мы же говорили, что момент между Джимином и Чонгуком растопит ваше сердце. Этот прямой эфир в день рождения был не просто празднованием. Это было напоминание, насколько глубока на самом деле их связь. Не забудьте поставить лайк, прокомментировать свой самый любимый момент Джикук и подписаться, чтобы получать больше трогательных новостей из Bangtan World. До следующего раза. Я Пурпуритит, люблю вас.